Они говорили, что он существует, где-то за пределами видимого мира, в холодных водах Атлантики, из тумана иногда поднимается земля, остров, которого нет на картах. Остров, что появляется раз в 7 лет и исчезает как мираж. На древних морских картах его называли Хай-Бразил. Крошечная точка к западу от Ирландии, окруженная волнами и легендами. Сотни лет он появлялся на картах, то ближе, то дальше, словно живое существо, перемещающееся по морю. Первое упоминание — 1325 год. Карта итальянского монаха Долоруса отмечала неизвестный остров за пределами Гибралтара. Позже о нем писали каталонцы, португальцы, а затем и англичане. Каждый новый мореплаватель рисовал его иначе, но всегда рядом с Ирландией, словно тот был ее затерянным отражением. Старые хроники говорят, Хай-Бразил скрыт туманами, а попасть туда могут только те, кому позволит сама земля. Некоторые утверждали, что видели его. Каменные стены, башни, огни на берегу. Но когда корабли приближались, земля растворялась в серой дымке. Считалось, что Хай-Бразил — царство вечного света. Там не знают болезней, не знают смерти, и солнце никогда не садится. Люди рассказывали, что жители острова — хранители древних знаний, которые были даны человечеству еще до потопа. Но, как и все проклятое, Хай-Бразил был проклят. Каждый, кто пытался добраться до него, либо погибал в буре, либо возвращался без памяти о том, что видел. В 15 веке на него отправились первые экспедиции. Одну из них возглавлял Джон Кабот, человек, который позже откроет Северную Америку. Но тогда он искал именно этот остров. Он писал, что море вокруг было живым, компасы сходили с ума, а небо теряло цвет. Что-то там было. Нечто, что столетиями заставляло моряков возвращаться в те воды, надеясь увидеть землю, что появляется только в легендах. И если верить записям, в один год остров действительно показался, только на мгновение, перед тем, как снова исчезнуть. Весна 1480 года. Из порта Бристоля вышел корабль, ведомый капитаном Джоном Джеем. Цель — найти остров, который старые ирландские рыбаки клялись видеть между туманами. В трюме провизия на 3 месяца, карта с отметкой «Бразил» и благословение священника, уверенного, что тот остров — ничто иное, как рай, ускользнувший от потопа. Недели сменяли друг друга. Северный Атлантик был безмолвен и суров. С каждым днем море становилось гуще, как будто в нем что-то пряталось. Корабельный журнал упоминал: стрелки компаса крутились без причины. Звезды теряли привычные положения, а горизонт наполнялся дымкой, будто живой. На 4-й неделе плавания из тумана появился силуэт. Моряки кричали, что видят берег. Темный, с выступами башен, огоньками вдоль кромки воды. Но когда корабль подошел ближе, земля дрогнула и растворилась. В журналах написано: берег исчез, будто его смыло невидимой волной. Они вернулись без пустых рук. В Бристоле над ними смеялись, говорили, что испугались облаков, что море сыграло злую шутку, но спустя 2 года другой корабль под командованием Джона Каботта отправился по тем же координатам. В тот раз исчез он сам. Только один матрос был найден. Его подобрал рыболовный баркас у побережья Ирландии. Мужчина не мог говорить, взгляд его был пуст, а в руках он держал клочок пергамента, на котором неровной рукой было выведено одно слово — свет.
Тогда о Хай-Бразиле заговорили снова. В монастырях переписывали старые ирландские предания, где этот остров назывался «землей богов». Местом, где время не движется, а солнце не уходит за горизонт. Монахи верили, это остаток рая, уцелевший после Великого потопа. Но среди них были и другие. Те, кто говорил, что Хай-Бразил — это испытание, посланное людям, чтобы напомнить, что не всякую землю можно покорить. И в те годы карты Европы начали меняться. Новый мир еще не был открыт, но почти на каждой карте Атлантики можно было увидеть крошечный круг — остров Бразил. Иногда даже в окружении второго, меньшего. Географы спорили, если остров отмечен на стольких картах, значит, кто-то его видел, или, может быть, он действительно появлялся. И каждый раз, когда над океаном поднимался туман, рыбаки говорили, что слышат странный звон, будто колокол из-под воды зовет тех, кто осмелится искать снова. К началу XVII века легенда о Хай-Бразил перестала быть сказкой. Остров фигурировал на десятках морских карт, от Пири-Рейса до голландских атласов. На каждой он обозначен точно. У западного побережья Ирландии чуть севернее Гальвея. Некоторые карты даже делили его пополам, будто остров был рассечен узкой полосой моря. В 1674 году капитан Джон Нисбет из порта Килдейр отправился в плавание на судне Энн-Мари. Шторм застал их у побережья. Когда туман рассеялся, моряки увидели землю, высокие утесы, башни и зеленые холмы. Нисбет приказал спустить шлюпку, несколько человек высадились на берег. Они рассказывали потом, все было слишком спокойно. Воздух стоял неподвижный, не было ни ветра, ни шума моря. На вершинах холмов виднелись строения, гладкие, темные, будто выточенные из цельного камня. Их стены были покрыты странными символами, не похожими ни на латиницу, ни на гельские руны. На берегу им встретились люди, бледные, в одеждах цвета песка. Они не произнесли ни слова, только показали рукой на юг, в сторону моря. Через несколько мгновений над землей поднялся легкий туман, и все исчезло. Когда шлюпка вернулась к кораблю, берегов уже не было. Нисбет описал увиденное в рапорте. Документ попал в Дублин, в Королевскую географическую палату. Там его изучали с осторожностью. Но карту с координатами острова добавили в официальные навигационные справочники. Так Хай-Бразил стал реальностью, признанной самой наукой. Вслед за Нисбетом туда отправился капитан Александр Джонсон. Его судно шло по тем же координатам, но вместо земли они нашли только плотный туман. В журнале он записал: «Небо и море слились. Океан не отражает свет. Я чувствую, будто мы стоим, а не плывем». После этого попыток было множество. Ученые спорили. Возможно, это оптический мираж, вызванный редкими атмосферными условиями. Другие утверждали, что под водой действительно есть гряда скал, видимая лишь в определенные часы. Но ни одно объяснение не выдерживало времени. Карты продолжали отмечать Хай-Бразил вплоть до XIX века. И чем точнее становились инструменты, тем меньше уверенности оставалось, что остров когда-либо существовал. Словно сам океан стирал следы. К середине XIX века карты мира стали точнее, чем когда-либо. Море перестало быть безымянным. Каждое течение, каждая мель была нанесена на бумагу. И все же, между линиями координат по-прежнему оставалось белое пятно. Район, где когда-то стоял остров Хай-Бразил. Географы удалили его с карт, как несуществующий, как ошибку древних мореплавателей. Но миф не исчез. Напротив, чем точнее становилась наука,
тем больше людей начинало сомневаться. В 1831 году в Дублине была опубликована статья, утверждавшая, что в тех широтах зафиксированы аномальные колебания магнитного поля. Компасы отклонялись на несколько градусов. Стрелки двигались сами по себе, как будто под водой работала огромная сила. Спустя 20 лет британская экспедиция во главе с сэром Ричардом Коллингвудом отправилась исследовать северо-западную Атлантику. На глубине 300 метров они обнаружили возвышение морского дна, длинный хребет из базальта, простирающийся на десятки километров. Ученые поспешили заявить, это и есть остатки древнего острова. Возможно, Хай-Бразил существовал и был затоплен во время тектонического сдвига. Газеты писали о Второй Атлантиде, вспоминали древние ирландские хроники, где говорилось о земле света, ушедшей под воду за грехи человеческие. Сторонники мистики видели в этом подтверждение. Говорили, что Хай-Бразил не просто остров, а порог между мирами, место, где пересекаются земля и небо, что там под волнами до сих пор дремлют города из светящегося камня, построенные существами, которых люди приняли за богов. В архивах Лондонского географического общества сохранились письма с упоминаниями странных наблюдений. В 1872 году капитан ирландского судна Эринс Хоуп писал о том, что его экипаж видел берег, ярче, чем луна в полнолуние. Но, приблизившись, они нашли лишь сплошную стену тумана. Один из членов команды утверждал, что в ту ночь слышал пение. Оно шло из-за тумана и звучало не как человеческий голос, а как мелодия, которую море играет само себе. Тогда впервые прозвучала мысль, что Хай-Бразил может быть не местом, а временем. Миром, который появляется лишь тогда, когда человек готов его увидеть. 20 век стал веком уверенности. Люди покорили воздух, проложили подводные кабели, облетели Землю и шагнули в космос. И все же, посреди этой эпохи рациональности, на старых координатах Хай-Бразила снова начали происходить вещи, которые никто не мог объяснить. Лето 1943 года. Североатлантический сектор, где проходили маршруты конвоев союзников. Британские радиолокационные станции фиксировали неизвестные отражения. Пятна на экранах появлялись и исчезали, словно что-то огромное поднималось из воды и снова уходило в глубину. Несколько пилотов королевских ВВС сообщали о странных миражах над океаном. В дневнике одного из них, майора Дугласа Рида, сохранилась запись. «Вижу берег. Полоса земли с зелеными холмами. Появилась внезапно. Пропала, как будто кто-то выключил свет». Военные списали это на атмосферные искажения. Но спустя 20 лет, в 1968 году, американский гидрографический корабль «Атлантис-2» проходил тот же сектор, проводя подводные измерения. На эхолотах зафиксировали нечто, что по форме напоминало руины. Прямые линии, углы, структуры слишком правильные, чтобы быть природными. В отчете написали коротко: «Аномальное образование. Искусственное происхождение не исключено». Документ исчез из публичных архивов, но копия сохранилась у одного из ученых, профессора Уильяма Хейворта, который всю жизнь изучал подводные аномалии. Он утверждал, что структура совпадает с координатами острова, изображенного на картах XVI века. В 1980-х в Ирландии появились слухи. Рыбаки рассказывали, что по ночам над морем видят свет, тусклый, словно от погруженного города. Иногда целые контуры улиц, дома, башни, сияющие в глубине. Камеры не фиксировали ничего, но люди клялись: это Хай-Бразил вернулся. Ученые снова пытались объяснить. Фосфоресценция планктона, отражение Луны, галлюцинации, вызванные усталостью.
Но с каждым новым свидетелем становилось труднее отмахнуться. Некоторые исследователи предположили, что Хай-Бразил не остров, а портал. Место, где пересекаются пласты времени, где прошлое и будущее соприкасаются на мгновение и исчезают, оставляя лишь след в памяти человека. Никто не доказал этого, но на военных навигационных картах по сей день осталась пометка «Маленький крест». Прямо на тех координатах, где легенда когда-то стала реальностью. 21 век. Век спутников, искусственного интеллекта, цифровых карт и точных координат. Земля изучена до сантиметра, океан наполовину отсканирован. Но одна аномалия все еще ускользает от объективов. В 2003 году океанографическая группа из Рейкьявика проводила исследование североатлантических течений. В течение 3 дней приборы фиксировали странное искажение магнитного поля в квадрате размером 20 на 20 километров, ровно там, где по древним картам заходился Хай-Бразил. Ученые списали это на сбой. Но на спутниковых снимках несколько раз проявлялось нечто, напоминающее очертания острова, словно тень на воде, которая появляется и исчезает при каждом новом пролете. В 2011 году геолог Марина Кросс, изучавшая структуру морского дна, заявила, что в том районе зафиксировала аномальные подводные звуки, ритмичные, будто работающая машина, но с частотами, которых не существует в природе. Ее команда попыталась спустить дрон, но сигнал был мгновенно потерян. Последняя зафиксированная фраза на борту — «Визуальный контакт. Поверхность отражает свет». После этого — тишина. Дрон не нашли. Запись сохранилась лишь частично. Спустя годы энтузиасты, исследователи паранормальных явлений и архивисты начали собирать все упоминания об этом месте, от древних карт и легенд до спутниковых снимков Google Earth, где пользователи утверждали, что иногда видят силуэт острова. Словно тень на воде, которая появляется и исчезает при каждом новом пролете. Некоторые говорили, что Хай-Бразил появляется раз в 7 лет, будто мираж времени, открывающийся только тем, кто готов его увидеть. Возможно, это всего лишь совпадение. Возможно, древние ирландцы ошиблись. А может быть, Хай-Бразил не мираж, а место, где пересекаются 2 мира — наш и тот, что скрыт за гранью океана. Сегодня навигационные карты по-прежнему показывают ровную синюю гладь, но ночью над Атлантикой, когда туман опускается на волны, радары иногда ловят отражение. Остров. Тихий. Без звука. Будто он ждет тех, кто осмелится воротиться. Иногда кажется, что остров Хай-Бразил никогда не существовал. Что это всего лишь легенда, выдумка старых мореплавателей, усталых от тумана, шторма и бесконечного моря. Но почему тогда его видели на картах разных эпох? Почему одно и то же место указывали руки картографов, разделенные столетиями, культурами, языками? Возможно, мы ищем Хай-Бразил не там. Может быть, это не точка на карте, а отпечаток древней памяти. Воспоминания о мире, где люди еще помнили, как разговаривать с ветром и морем. Археологи часто говорят, что мифы — это тени реальных событий. Но иногда все наоборот. Реальность становится тенью мифа. И тогда миф живет дольше камня, дольше памяти, дольше самого человека. Возможно, Хай-Бразил — это не остров, а отражение того, что мы потеряли. Место, где легенда еще дышит, где море знает имена тех, кто верил в невозможное.
Может быть, каждые 7 лет он действительно появляется. Не в океане, а в сознании. Когда кто-то смотрит в горизонт и чувствует зов. Когда ученый, моряк или поэт решает снова взглянуть на карту и ищет точку, которой должно не быть. Тогда Хайбравил возвращается. Не как земля, а как символ. Символ того, что человек не перестает искать. Что даже в мире, где все измерено и подсчитано, остается место для тайны. И, может быть, однажды кто-то снова увидит его сквозь туман, как тень, как свет, как зов древнего мира, который мы забыли, но который все еще помнит нас. Сегодня океан тих. Волны плещут у побережья Ирландии. На горизонте лишь серое небо и серебряная гладь воды. Никто не видит остров. Но иногда, когда поднимается туман, он словно появляется в легкой дымке, в игре света на воде, в шепоте ветра среди скал. И если вглядываться достаточно долго, кажется, что прошлое дышит вместе с настоящим, что каждая карта, каждый журнал моряка, каждая легенда о Хай-Бразиле не исчезли, а продолжают жить в памяти человечества. Может быть, остров существует только в мифе. Может быть, он живет в нашем стремлении к неизведанному. Но в этом стремлении сила. Сила, которая хранит тайну, которая манит нас к горизонту, к тому, чего еще не нашли. Хай-Бразиль исчезает снова, но его эхо остается. В сердце моряка, в черниле карты, в тумане, где каждый видит то, во что хочет верить. Тайна продолжается, и пока мы ищем, остров не уходит окончательно. Он живет в легенде, в надежде, в нашей вечной тяге к неизведанному.